Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить ливер из говяжьих сбоев. Печень, легкие, сердце. Продукт вроде бы несложный, но есть некоторые нюансы. Давайте приступим. Итак, в первую очередь нам нужно печень, сердце, легкие, лук, морковь, соль, перец черный молотый, перец горошком, перец душистый горошек, немного сванской соли, пара лавровых листов, сердце, легкие и печень я промыл, замочил их, несколько раз менял воду, они у меня простояли ночь в холодной воде, кровь из них вся практически вышла, все продукты свежие. Давайте приступим. Сердце зачищаем от лишнего жира, от сосудов, разрезаем сердце на несколько частей и откладываем в сторону. Теперь нарезаем легкое, тоже на несколько частей, чтобы оно быстрее сварилось. Когда оно сварится, будем зачищать все эти протоки, срезать. Мне кажется, так будет легче. Вот так я нарезал легкие сердце. Теперь складываем их в кастрюлю, желательно в глубокую. Сердце вниз, легкие сверху. Заливаем все это водой и ставим на плиту. Так, вот я поставил кастрюлю на плиту с легкими и сердцем. Доводим ее до кипения. После того, как закипит, воду сливаем, промываем легкие и сердце, заливаем новой водой и опять доводим до кипения. Сверху ставлю тарелочку, для того, чтобы легкие не всплывали. Вот такая вот конструкция. Все, ждем, пока закипит. Вот сердце и легкие закипели. Дадим им пару минут провариться, чтобы лишняя кровь вышла. Вот сердце с легким у меня прокипело 10 минут. Сейчас я его солью, этот бульон. Легкие сердце помою, залью чистой водой и опять поставлю на плиту. Хорошо промываем сердце и легкие. Наливаем в кастрюлю воды. Отправляем туда сердце и легкие. Отправляем кастрюлю на плиту. Вот легкие уже немножко проварились, напитались водой, они уже так не всплывают. Так, включили плиту. Теперь добавляем сюда морковку, луковичку, 4 горошины душистого перца и 15 горошин черного перца. Соль я не добавляю. Солить будем уже готовый продукт. Взвесим, сколько чего. Описание продуктов и граммовки все будет под видео и в конце видео. Теперь доводим это все до кипения и варим легкие. От момента закипения я варю час. Сердце буду варить 1,5 часа. После этого я вам расскажу, что нужно делать с печенью. Печень не варится. Итак, пока сердце и легкие варятся, я подготовлю лук и печенку. Лук нарезаем произвольно. Не обязательно мелко, но все равно будет перекручиваться через мясорубку. Разогреваем сковородку, добавляем масло и отправляем в сковородку лук. Будем его зажаривать до золотистого цвета, потом добавим печень. Сердце и легкие закипают, я поставлю минимальный огонь и будем их варить. Сердце 1,5 часа, легкие час с момента закипания. Лучок жарится. В лук добавлю сливочного масла, будет для сочности ливера. Подготовим печень. Печень свеженькая, каналы все чистые, эластичные, цвет красивый. Нарежем печень небольшими кусками, где-то по сантиметру, так чтобы они прожарились и хорошо проходили в мясорубку. Пленочку с печени снимать не нужно, потому что она все равно будет перемалываться через мясорубку. Сейчас лучок поджарится и отправим в сковородку печень. Лучок подзолотился, выгружаем его в тарелочку, оставляем лук в сторону, пусть он остывает. Добавляем в сковороду масло и выкладываем в сковороду печень. Печень жарим на сильном огне, но недолго, максимум 5-6 минут, чтобы печень была сочная, не сухая. Солить ее не надо, солить будем все по готовности. Так, печень у нас потушилась 6 минут, у нас сока много пустила. Вот внутри она уже готовая.
Выключаем и отставляем ее в сторону. Пусть остывает. Будем ждать, пока сварятся легкие сердца. Итак, легкие проварились 1 час. Мы их вытаскиваем, будем остужать. А сердце еще поварится минут 30. Итак, прошло еще 40 минут. Сердце доварилось. Достаю его на остывание. Вот оставляем остывать сердце. Когда остынет, поотрезаем все лишнее, то что есть, нарежем кусочками и будем прокручивать через мясорубку. Итак, сердце, печень и легкие остыли. Нарезаем на куски и будем прокручивать через мясорубку. Лишнее обрезаем. Вот я нарезал сердце. Сердце получилось 870 грамм. Теперь нарезаем легкое. Трахеи обрезаем. Легкого у нас тоже получилось 890 грамм. И печень 700 грамм. Так, собираем мясорубку. Устанавливаем самую мелкую решетку. Включаем, начинаем делать фарш. Вот столько ливера у нас получилось. Сейчас мы переложим в другую миску, чуть побольше. Перемешаем и заправим. Итак, у нас получилось 2,5 килограмма фарша ливерного. Я его переложил в дижу. И сейчас будем мешать. Можно мешать руками, но если есть такой помощник, почему бы не воспользоваться. Добавляем соль. Все граммовочки я укажу в описании. Посолили, будем пробовать. На вкус черный перец. Чайную ложечку сванской соли. Добавим немножко водички. Можно бульона. Чтобы фарш был не такой сухой. Еще чуть-чуть соли добавляем. Так, все, фарш перемешался. Выключаем. Продегустируем наш фарш. Попробуем, какой он на вкус. Все отлично. По соли, по специям. Можете по своему вкусу добавлять специи, какие вам нравятся. Но мне кажется, для ливера вот этот ливерный вкус должен оставаться ливерным. Наш ливер самый ливерный в мире. Итак, у нас получилось 2 килограмма 900 грамм. Сейчас мы его разделим, разложим вот в такие лоточки. Лоточки из-под фарша. Какую-то часть оставим, а эти заморозим. Когда нужно будет, вытащим их из морозилки и разморозим. Так, вот я разложил фарш по формам. 3 формочки получилось, по 700 грамм. Остальной фарш я оставлю. И завтра сделаем блинчики с ливером. Но это будет уже другое видео. Теперь вот так вот упаковываю в пленочку. И отправляю в холодильник, в морозилку. Когда нужно будет, для порции пирожков, для вареников, достанем из морозилки, разморозим. Чего-то, если хочется, еще добавим. Я имею в виду по специям. А на этом будем закругляться. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, пробуйте, готовьте. Пока!